Всем привет, дорогие друзья, другие подружки, здрасте. Бритье, вернее по болтушке. В этом видео с самым первым вопросов, тут будет много, но вот самым первым, я бы хотел подвести какую-то черту знаменатель под результатами прошлого видео, там где мы экспериментировали с Роквеллом. Отзывы с вашей стороны были самые разные, начиная от того, что попробовав так, у некоторых людей это изменило восприятие бритья. То есть они открыли для себя какие-то горизонты. И заканчивая тем, что кто-то расстроился, говоря, что это не то пальто, потому что таким способом рушится предсказуемость и комфортность Роквелла. А кто-то говорит, что это вообще, сказал вообще, что когда коту делать нечего, он яйца лежит. Как, например, мистер Atniks 8. Я думаю, что правы все. Но ту мысль, основную мысль, мне, кстати, этот станок тоже понравился в такой вариации. Побрился я великолепно. Я специально не стал давать такую свою оценку, акценты расставлять, чтобы вы сами попробовали, сами все это оценили. Мне это бритье очень понравилось. Если я буду так когда-нибудь бриться, то не на третье, на первое. Первое мне ближе заходит, третье все-таки для меня сильно агрессивное. Но ближе всего к той мысли, которую я хотел вам донести, наверное, все-таки подошел Виктор Тарасов. Я вам прочту. Ну до чего же в масть это видео, как для меня снял. Сам не додумался до таких вариаций с плитами, как думал, чтобы такого с Роквеллом и 41-й головой придумать. И вот наджи. Ну, вот же. Спасибо, жирнейший лайк. Виктор Тарасов почти выразил то, что я хотел вам сказать. Ребята, так вот, если у вас в хозяйстве один станок, то у вас этот один станок и есть. Чтобы изменить его, у вас в принципе есть возможность это подкладывать лезвие вверху или внизу, и таким образом вы будете менять его агрессивность и сможете выжать из вашего станка хоть что-то еще. Но это если у вас один станок. Если у вас два станка, то если вы задумаетесь, то на самом деле у вас уже не два, а 4. Меняя плиты, вы получите еще два разных станка. Если же у вас в хозяйстве 3 станка, то если на секундочку задуматься, у вас не 3, у вас 9 станков. Понимаете, о чем я? Будете вы экспериментировать, не будете, это дело ваше. Это решаете вы каждый сам для себя. Но если у вас есть какой-то устоявшийся парк, в котором энное количество станков, и вы, как Виктор Тарасов, ломаете голову, а что бы такого сделать, так вот вам способ, пожалуйста. Из своих 2 станков вы легко можете сделать 4, из 3 9, из 6 даже считать не буду, что там 36, да? Ну короче, дофига чего. Поэтому это всего лишь еще одна возможность, еще одна дверь, открывать которую, заходить ли дальше, каждый решает сам. Но путь такой, да, он конечно же есть и он существует. Но не забывайте все-таки об одной вещи, потому что под этими видео оставил свой комментарий World on the Night, и я с ним целиком и полностью согласен. Разные станки, разный материал. И несмотря на то, что многие резьбы унифицированы, все-таки может такое быть, что резьбу на одном предприятии, допустим, на силуминовую голову, делают не совсем так, как делают, допустим, внутреннюю резьбу на ручке, на нержавейке, на другом предприятии. И какой-то разнобой по резьбе все-таки может быть. И это может привести к тому, что если вы, допустим, берете ручку от одного, голову от другого и вкручиваете, что вы можете резьбу несколько попортить. Прежде чем делать это, я хочу, чтобы вы себе реально отдавали отчет в том, что это может нанести некий ущерб вашему оборудованию. И World on the Night совершенно прав. Тут надо на это обращать внимание. Следующий по важности для меня вопрос я хотел бы сейчас озвучить. Его написал Кардан. Ну, судя по нику, парень-то с руками, там все как положено. Суть. Кардан начинает бриться, берет себе пластиковую рапиру, кое-какую технику наработал, хочет расти и задает вопрос, в какую сторону ему расти. В своем комментарии он предлагает, вернее, он говорит, что у него сейчас на выборе 2 модели. Это Эдвин Джаггер 89-я голова и Тимор 1355 VE. Какой, говорит, из них? Кардан. Это 2 вариации одной и той же головы. 89-й.
первая, ту, которую ты привел, Эдвин Джаггер, будет отличаться от Мюли 89 в принципе только тем, что она чуточку несколько иная по внешнему виду и несколько иная по своему качеству. Вот где-то у меня был Эдвин Джаггер, по-моему, я его кому-то задарил, да, я, по-моему, на розыгрыше его отдал. По цене он может быть чуточку дешевле, а по сути это та же самая 89-я голова. 1355, 1351, который ты называешь, это та же самая 89-я голова, только в нержавом исполнении. Плюс ко всему, у китайцев, у Яки, есть еще одна вариация 89-й головы, которая мне очень-очень нравится. Но не всем она так нравится, как мне. Наверное, так вот чисто интуитивно могу сказать, что где-то примерно 5-7-8% людей, которые пробовали этот станок, говорят, что он для них агрессивный. Вот такая где-то примерно статистика. Если так вот по существу, что же тебе делать, куда идти дальше? Но 1351 я не стал бы тебе советовать по одной простой причине, что, во-первых, если ты уж и хочешь нержавый станок, то 89-я голова это не тот случай. Я бы лучше на другие нержавые посмотрел, на тот же Rockwell, к примеру. Это несколько интереснее, потому что там все-таки вариаций больше. Плюс, что в 1351 мне не нравится, был такой станок на обзоре, ручка. На мой взгляд, она будет скользить. Вот мне она не понравилась, подскальзывает. Если уж ты конкретно нацелен на 89-ю голову, я бы тебе посоветовал 3 варианта. Вариант номер 1, самый простой, это ты взял Мюлле 89, прямо здесь в России. Это классика, искать не надо, он есть везде. Если ты вдруг решил заморочиться и тащить что-то из-за рубежа, тогда твой горизонт расширяется. Тут у тебя опять же Джаггер, который ты говоришь, он у тебя появился, плюс китайский вариант у Яки. Но если тебе рапира все-таки зашла, как ты пишешь, и у тебя там все нормально, все хорошо, ты просто хочешь взять какой-то приличный станок, тогда Мюлле 89 я сказал, а Rockwell, да тут слишком дофига всего. Это и 41-я голова, и слан 37-й. Я не знаю, в какую сторону тебя задует. Ты говоришь, что у тебя нормальная кожа и средняя жесткость и щетина. По идее, тебе можно идти в любую сторону. Но чему ты отдашь предпочтение, ты узнаешь только после того, когда ты возьмешь что-то, попробуешь и скажешь, да, ребята, мне это по кайфу. Рапира тебе по кайфу, ладно, хорошо. Но если ты возьмешь Rockwell, у тебя будет великолепное бритье, но ты потеряешь в информативности, хотя в комфорте приобретешь немерено. То есть у тебя будет высокая вероятность того, что ты на Rockwell залипнешь надолго и долго-долго не будешь рыпаться и дергаться, и искать что-то другое. Если только у тебя хочуха опять не заработает, и сам себе в голову не вобьешь, вот я хочу что-то еще. Если ты, например, возьмешь 41-ю голову, тебе гарантировано некоторое время на обучение технике, потому что 41-й без техники тебя не будет брить, он будет тебя резать. Но взамен, когда ты научишься, у тебя будет очешуительное качество бритья. Это будет что-то ля-ля, за меньшее число проходов. Но тут необходима некоторая смелость, взять свои бубенцы, зажать в кулак, сказать: не ссы, братан, все будет нормально, и все, и идти. Вот, 41-ю бригаду спроси, нормально, мужики вперед-вперед, и сейчас их с 41-й поганой лопатой не прогонишь, всем нравится, всем по кайфу. Ну вот как-то так. Вариативность, которая была на прошлом обзоре, я тебе сейчас предложить не смогу, потому что у тебя всего один станок рапира. Поэтому, если идти по малобюджетному варианту, то 89-я голова от Яки. Если идти по среднему варианту, то Rockwell, 41-я голова, мюллевская, и мюллевская 89-я голова. Если вот так вот коротко. Беря любой из этих станков, ты уже примерно будешь знать, какую сторону грести. Я тебе сейчас намеренно не говорю про прогресс и же с ними, там футуры и прочее, потому что это универсальные системы. Стоят не 3 копейки, чуточку подороже, чем все остальное, но дают гораздо больше. Там сможешь поиграться от маленького до высокого по агрессивности, подобрать все под себя, но это будет стоить дороже. Твоего бюджета я не знаю, поэтому сейчас специально об этом умалчиваю. Как-то так. То есть тебе нужно что-то взять, чтобы понять, что ты хочешь.
Или ты останешься на том, что ты взял, или уже тебе будет легче искать, в какую сторону тебе грести дальше. Вот как-то так. Ну а дальше такие уже около бритвенные темы пошли. Кигус написал: Вадим, помню, ты выпустил бритье за 400 рублей, сними еще что-нибудь подобное. Ты знаешь, я вначале с энтузиазмом откликнулся на эту идею, но вот сам для себя я объясняю основной посыл того видео, бритье за 400 рублей, да, есть такое. То, что не надо разевать варежку, там, вот так вот с улыбальником кидаться, там, на все сладкое, все дорогое. Очень простые, но годные вещи можно найти буквально под ногами в любом магазине. Вот эту мысль я хотел донести. И показал это на своем примере. То есть пошел в магазин и купил там все за 3 копейки и побрился перед камерой. Поэтому и видео так называется: бритье за 400 рублей. То есть на самом деле не надо тратить бешеных денег, чтобы хорошо и качественно бриться. Вот вам сейчас только что предыдущий пример. То есть человек взял рапиру, и рапирой бреется, и все нормально, все хорошо. Сколько времени прошло, прежде чем он сейчас вот заморочился, кардан, искать что-то другое. То есть, а что еще можно на эту тему сказать? Ну еще раз сказать, что недорогое бритье, да, это возможно. Ну вот, пошел я станок на барахолку, взял за 200 рублей, принес домой нормальный металлический, силуминовый, и не его, но вот взял за 350 рублей. И прокипятил, протер его спиртом, и потом, прокипятил, потом шампунькой его хорошо отдраил, потом протер спиртом. Все, он у меня сейчас готов к работе. Так вот, это практически готовый жилет тех за 350 рублей. Дорого? Нет, нет. Это мне сейчас отдельное видео снять, как я, допустим, иду в тот же самый Икей, Леруа Мерлен, или что там, как там он называется. Крем нахрен за 15 рублей, это на видео снимать. Ну, да и крема-то знахаря не надо. Он кусок мыла взял, намылился, и все, иди брейся, и помазка тоже не надо. Это еще один бюджетный. То есть я направление показал, а уже и пользоваться этим направлением или нет, ну это каждый сам решает. А какой смысл плодить вот такие видео? Вот ты мне объясни, может быть, я не догнал. Может быть, какой-то ты другой смысл во всем этом видишь? Я закладывал один единственный, что да, есть такое направление бюджетного бритья, и оно существует, и пренебрегать, манкировать им, но ни в коем случае не стоит. Потому что это, во-первых, многим нравится, во-вторых, это многим может помочь. Ну а в-третьих, оно просто есть. Ну глупо об этом не говорить. Есть и дорогое, и среднее, и недорогое бритье, оно всякое есть. Ну а вот какой ты смысл хотел услышать, вот это я, может быть, и не понял. Хорошие новости от Ивана Чеканкова. Наш военный, это артиллерист, не повезло ему с помазком. Помните, когда я вот этот помазок показывал от морского материка? Слава богу, что там парни вышли с чеком, говорят: ребята, все нормально, вот чек, мы покупали, так что у нас все чеки-пики. Мужской материк признал, что это их изделие, парни все поменяли, прислали, он попробовал, вот его отзыв вы только что прочли. Ну, судя по всему, понравилось. И я таки за него чертовски рад, что у человека жизнь пошла в гору. Теперь с хорошим помазком он раньше-то нормально брился, а сейчас еще лучше будет бриться, так что все хорошо. Авик Аракелян спрашивает: неужели эта Веледа настолько хороша, или чисто субъективно она кому-то заходит, а кому-то нет? Да нет же, Авик, нет. Это канал имени Вадима Иванова, Хомлайк. И все мои подписчики носят фамилию Иванов Вадим Викторович. Это я сам для себя снимаю видео. И все мои подписчики, они думают, чувствуют, живут точно так же, как и я. То есть это, вот я сказал, это хорошо для всех. Это прям вот так вот. Ну ты можешь себе это представить? Да это был бы дебилизм полный. То есть, а нафига тогда видосы снимать, если Иванов, допустим, где-нибудь там в Канаде, или в Испании, или в Израиле, или на Украине, или где-то там еще. Так, если он так же чувствует, так же видит, так же понимает и так же думает, так для Пуркуа Казибаян зачем мне ему видос снимать? А Вик, все разное. В этом мире, в мире бритья, все разное, совершенно. Это не значит, что из миллиона человек будет миллион мнений. Нет. Это значит, что из миллиона человек весь этот миллион разобьется по каким-то определенным группам. Причем мнение по определенным предметам может у всех разниться. Как? Вот, допустим, группка там 100 тысяч. Им, допустим, заходит вот латоха. Да? Наберется такая группка. А еще одна группка, допустим, там 50 тысяч.
Они будут пищать от восторга за стик от Ли. Но это не значит, что люди из этой группы и из этой группы будут, допустим, уважать, ну, станок еще Тестина Гентли. А из какой-то третий скажет: фу, что вы там нашли, дерьмо какое-то. Все люди разные, совершенно. Каждый раз, когда я снимаю видео, я не стараюсь напоминать об этом. Я просто транслирую свое личное мнение. Я свои ощущения передаю. Как их воспринимать, насколько руководствоваться, как их воспринимать к себе, то есть насколько так, вот это вот все, это каждый решает сам. Если ты не будешь фильтровать, ну ты же Авик, ты же не Вадим, ну как? То есть думай, решай. И правильно ребята там вышли в комментариях под видео, сказали: да, ну хороший автошейв, но мне не зашел. Почему? А объясню. У человека кожа сухая, и она нежная, а лосьон спиртовый. Так вот, он берет просто этот лосьон, наносит и сушит. Видимо, даже если он крем после этого наносит, ему не помогает. Хотя есть такой способ, парни тоже вышли и написали об этом. Если у тебя такая кожа, то ты берешь лосьон, наносишь, и знаешь, что у тебя сухая кожа, чуть-чуть выждал, и сразу же после этого наносишь крем. Вот, как-то так. Вот Марат Н. очень интересный комментарий написал. Марат, бригаде привет. Кстати, задался вопросом, наверняка ни у кого точно ответа не будет, но все же, как бреется Путин? Бреется ежедневно, без раздражения, это факт. Сам ли может опаска его, как вождей СССР? Ну, да, интересный такой момент. Но, блин, ну точного ответа действительно тебе как-то, наверное, навряд ли это кто-то скажет, потому что, ну это уж такая больно, такая, знаешь, информация. И, ну я не знаю. Судя по тому, что как он выглядит, вряд ли это Т-образный станок, иначе ему самому пришлось бы бриться. Скорее всего, это мастер, причем мастер с превеликим опытом. И да, я думаю, что это все-таки опасочка. Потому что мастер с опаской будет творить такие чудеса, которые гораздо чудеснее, чем Тэшка. И на дольше хватает. Ну а так, чтобы человеку дольше не выглядеть, вернее, в нормальном состоянии, но это для путинской работы, конечно, это самое то. Я думаю, что мастер. И этого мастера, наверное, проверили там до печенок, и вот он там как-то вот все-таки работает. Но это догадки. Это не точно, это требует проверки. Я сам проверить не смогу, поэтому это все догадки. Ну а по поводу того, что парни спрашивали, там, по-моему, в этом же комментарии или чуть ниже: Вадим, ты там вот в Америке жил, там, а что там по поводу бритья в самой-то Америке? Ребят, не поверите, все то же самое. То же самое, что у нас в России. То есть вот так вот, выходя в свет, заходя в какой-то магазин, ты всегда в одно и то же будешь упираться, всегда одно и то же масс-медиа. Там, по-моему, Брют, Old Spice, и все вот и же с ними вот такие вот недорогие, там, Клабманов, вот этого всего прочего. Нет, если найдете, то редко-редко. Да, очень много магазинов в Америке, но это если ты по интернету заказываешь. А если ты так вот пошел просто продовольственный или где-то рядом, то стандартный набор, как и у нас везде. Потому что это маркеты. А маркеты у них там сотни, тысячи магазинов. И чем-то там таким вкусненьким заморачиваться, но это не их метод. Они заключают контракты и такую, знаете, вот шнягу и распуливают везде. То есть, если ты хочешь что-то вкусненькое, это тебе не магазин, это тебе в интернет. Ну или искать по карте, где у тебя в городе есть вот такой вот магазин. Типа как вот я жил в Мичигане. В Мичигане вот Разорак, по-моему, они там живут или где. То есть вот, и то это было не в Детройте, они, по-моему, где-то в другом городе, поблизости от Детройта. А так примерно все то же самое. То есть хочешь заморочиться, ищешь. Не заморачиваешься, точно так же идешь, берешь спокойно вот эти вот масс-медиа и бреешься ими. Ну и в завершении своего видео хотел бы сказать, ребята, огромное вам спасибо. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. И не забывайте, что если у вас даже 2 станка есть, то иногда это может быть не 2, а 4. И может быть не каждому, но многие из вас, может быть, это пригодится. Потому что сделать из покладистого джентльмена, прилежного мальчика Роквелла, такого хулигана, ну это может быть интересно. И наоборот, из чего-то такого, знаете, там супер-пупер агрессивного сделать что-то такое, знаете, лялечку среднюю. Ну, короче, это все на вашу фотку. Все, пока-пока, пошли бриться, а я пошел все готовить для бритья. Догоняйте.